Дорогие друзья, меня зовут Таня Фирн, и в этом ролике я хочу с вами поделиться своими наблюдениями за деревьями. Деревья, они общаются на полярном уровне, и в отличие от людей, они не умеют разговаривать, но чувствуют гораздо, может быть, более тонко, и с ними можно выйти на реальный диалог. Мысль обратиться к деревьям у меня родилась еще в мегаполисе, когда я первый раз была в Китае, в Пекине, и я обратила внимание, как двигаются люди. Наверное, это в ментальности китайцев, которая, возможно, идет с древних времен, потому что они двигаются очень синхронно. Они стараются друг друга не задевать, не толкать, в отличие, возможно, от людей, которые живут в Москве и совсем двигаются по-другому. Также, наблюдая за стаями птиц, которая летит навстречу друг другу, я обратила внимание, как они, стая проходит сквозь стаю, опять-таки ни одна птица не касается друг друга, не задевает, тем более не сбивает. А почему в наших больших городах, ну и не только в больших, есть пробки, которые образуют машины, да? Люди порой друг друга толкают, задевают. Почему мы так не синхронизированы друг с другом? И вот, собственно, эта идея натолкнула меня снять ролик о деревьях, потому что я на реальном примере, как растут деревья, как они находят свое место под солнцем, как они гармонично друг другу дают свое пространство. Хочу показать вам, чтобы вы увидели сами, как это реально возможно. И почему бы нам не начать учиться у деревьев, во всяком случае взять такие простые ходы и взаимодействия друг с другом, чтобы быть более эффективными и гармоничными в этом мире. Вот хочу вам показать на примере вот этого дерева. Здесь так получилось, что 3 семечка попали в одно место в земле. И можно сказать, они не стали друг другу мешать. Вот посмотрите внимательно. Одно дерево берет вправо, другое растет почти прямо, а третье берет влево. При всем при этом они растут вместе, но они не мешают друг другу и совершенно разумно существуют вот в этом тройном альянсе. То есть это возможно. Видите, как они разумны, эти деревья. Дорогие друзья, вот хочу вам показать вот это дерево. Это тополь серебристый, необыкновенно красивое, мощное дерево. Вы, если начнете общаться с деревьями, вам такая маленькая рекомендация: не подходить к дереву резко, а подойти как-то так плавно, медитативно, возможно, слегка касаясь. И перед этим вы можете разгорячить свои ладони, и они таким образом активизируются, и вы больше будете ощущать кору дерева, вы его больше почувствуете. И вернемся к тому, о чем я уже говорила. Вот в данном случае 2 семечка этого дерева попали в землю в одно место. И могло просто вырасти 2 дерева, которые бы мешали друг другу. Однако смотрите, как разумно они поступают. Одно дерево берет вправо, а другое берет влево. То есть, вырастая из одного места, каждый из них находит место под солнцем, и они гармонично и мирно сосуществуют. Я подумала, а почему бы нам не учиться у деревьев такой простой и мудрой истине? Еще одно замечательное, прекрасное дерево, это тоже тополь. И вот обратите внимание, когда дерево становится уже таким большим, мощным,
ему нужна дополнительная опора. Вот я прям вот на ней сижу. То есть дерево понимает, что если оно не сделает себе эту опору, оно просто может упасть. И вот оно ищет себе вот эту дополнительную опору. Можете посмотреть. Дорогие друзья, вот сейчас хочу вам показать, как лучше общаться с деревьями. То есть реальная практика, которая вам будет давать силы, энергию. Это очень рекомендуется делать людям, которые энергетически ослаблены, у которых, возможно, такое несколько дисгармоничное состояние, даже, возможно, и депрессия. Дерево вам даст не только силу, но и сгармонизирует все ваши пространства на уровне тела, души и духа. Это простая практика, которую может делать каждый, и я вам покажу и расскажу подетально, как ее делать. Ну, во-первых, чтобы для этой практики необходимо ваше желание и ваш сонастрой. Вы можете подойти к понравившемуся дереву. Очень рекомендуется дуб, он такой мощный, обладает большой силой, энергией. И перед тем, как вы начнете общаться с этим деревом, не подходите к нему резко. Сначала коснитесь его, попробуйте установить с ним легкий контакт. И когда ваши ладони активизируются, тогда вы почувствуете сами, что дерево готово с вами пообщаться. Это такой тонкий нюанс. После этого вы берете 2 ладони и трете друг от друга. Они разгорячаются, становятся более горячими, теплыми, и таким образом активизируются все ваши точки на ладони. И 2 ладони вы просто плотно прикладываете к коре дерева. Можно сказать, вы обнимаете ладонями дерево. Глаза при этом лучше закрыть и сконцентрироваться на внутренних ощущениях. Максимально они будут у вас на ладонях. Если вы хотите более глубокий контакт с деревом, тогда кроме того, что вы касаетесь дерева ладонями, еще лучше прислониться к дереву своим солнечным сплетением. То есть своим солнечным сплетением прям слиться с деревом. То есть одновременно у вас будет 3 таких плотных контакта. Это 2 ладони и ваше солнечное сплетение. Попробуйте, это реально работающая практика. Если вы уже войдете еще в более глубокий контакт с деревом, можно стать к нему спиной, то есть это максимальное доверие и принятие, и просто соприкасаться всем позвоночником вплоть до макушки, затылка головы. При этом также вы общаетесь, обнимаете дерево своими руками и ладонями. Возьмите эту практику на вооружение, вы почувствуете больше силы, энергии, выйдете на более тонкое восприятие мира, станете более гармоничными и, можно сказать, отчасти доберетесь до своего глубинного «Я». Я вам это искренне желаю. Дорогие друзья, в завершении хочу сказать, что нам стоит учиться у деревьев, их мудрости, их красоте, их гармонии. И на самом деле мы все немного деревья. Давайте жить гармонично, в гармонии с собой и с миром. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии, откликайтесь и дружите с деревьями. С вами Таня Фирн.